Сегодня был финальный день класса. Мы работали в Никитском ботаническом саду, писали глицинию. Она сейчас набрала полную форму. Глициний много, они разных сортов. Есть такие светлые, есть фиолетовые. И все усеяно просто этими ароматными, удивительными цветами, которые даже лестницу обвивают своей любовью. Дома, деревья, колонны, невероятное зрелище. И писать там можно, я не знаю сколько. Просто, наверное, весь класс там проводить. Может быть, мы на следующие майские праздники так и сделаем. Но уж больно здорово, потому что куда ни посмотришь, везде сюжет. И клумбы с тюльпанами, и пальма, сакура, и еще бог знает какие цветы. Можно даже не писать, можно просто погулять и насладиться ароматами, тишиной и величием природы. Удивительное место. Сегодня на единственный рабочий день вырвалась к нам Дугма, художник, который живет в Симферополе. Мы познакомились в предыдущем классе. Она была у меня удивительный просто мастер. Она очень вдохновенно поработала. Вот что она сказала о своих впечатлениях. Первая полезность – это то, что встречаешься с единомышленниками, с людьми, с которыми смотришь в одну сторону, от которых воодушевляешься, от места воодушевляешься, заряжаешься энергией цветов, воздуха, гор и всего, и, естественно, педагога, который учит мыслить целостно, учит мыслить пятнами, чтобы не увязать в деталях, чтобы не запутываться, а именно он распутывает, вы распутываете как клубок нашу историю. Спасибо вам большое, очень ценно ваши занятия, и мы вас очень любим. Борис Марковкин сказал, что 5 дней пролетели как один день. Но это потому что интенсивная работа. Фактически с утра до позднего вечера. Ребята писали еще вечерние этюды. Я не всегда поспевал за ними, но это какая-то машина. Ядерный реактор, который крутится сам по себе, потому что любовь к живописи объединяет всех, кто приехал на этот класс. Пишется шикарно, как всегда. Приехал за тем, что ждал полгода. Здесь прекрасно, здесь другая атмосфера, здесь другие люди. Мы собрались, мы все счастливы. Слава, спасибо тебе, то, что ты все это организуешь. В первую очередь это общение, обмен информацией, полезной информацией, нужной информацией, информацией, которая нам продлевает жизнь. Ну, мы просто счастливые люди. Экскурсоводы, которые вводят здесь группы, утверждают, что через неделю глициния отцветет. Они говорят, что она зацветет повторно в июне месяце. Удивительное растение. Цветет дважды. А может быть, трижды, не знаю. Но запах от нее дивный. Экскурсоводы говорят, что она излучает какие-то вещества, которые убивают туберкулезную палочку. Может быть, поэтому сюда приезжал Чехов и многие-многие на лечение. Очень заметно по работам, что все были сегодня в ударе. Вот что сказала Кира о своих впечатлениях. Мне очень нравится писать в красивых местах, потому что они вдохновляют. Можно повернуться в разные стороны, и уже находится 1000 мотивов. И мне кажется, надо ехать за этим и писать с профессионалами, потому что творчество дает энергию общую, коллективную. Это совсем по-другому ощущается, нежели писать самостоятельно где-то. Перед тем, как покажу вам то, что мы сделали, в конце ролика пара вопросов. Апельсиновое дерево. Слава, кстати, та картина с морем написана была благодаря уроку из вашей онлайн-школы. Ой, как это приятно. Я обожаю эту картину. Она невероятная. Написала ее минут за 10, смотрю и не верю, что это я. Я, к сожалению, это YouTube, я не знаю, о какой картине речь, но поздравляю вас, апельсиновое дерево.
Это сильно большая новость. Это подвигает меня к тому, чтобы писать и писать для вас уроки, чтобы живопись расцвела на всей земле, чего уж там. Красота спасет мир. Дмитрий Галка. По-моему, было бы лучше, если лодку на первом плане сделать оранжевой. Бато так бы и показал, как считает Дмитрий Галка. Чтобы не сливалось с морем. Но это на мой взгляд. Ну, понимаете, в чем дело? Природа не спрашивает. Она повесила сюда, положила бирюзовую лодку. Вот ты работай над тем, чтобы не сливалась. В тоне-то она не сливается. И наша задача правильно видеть тон и распределить эти связи в работе, в картине. Собрать из тональности мозаику. Я 100 раз об этом говорил, но это удивительный, самый важный прием, которым надо пользоваться и собирать на холсте работу. Бирюзовая она, оранжевая, красная. Ну зачем мне выдумывать? Ну, наверное, можно было бы. Но я не выдумщик. Я пишу, я принимаю то, что дает мне природа. Естественно, я что-то убираю. Что-то мне мешает, чтобы не перегрузить кадр, чтобы он был легкий и воздушный. Но что-то главное, ну тень от лодки, саму лодку, она не сливается с морем, она очень тонко различается. И по тону, и по цвету. Поэтому, ну, это наслаждение. Писать то, что видишь, но извлекать из этого и сочинять эту музыку, которая рождается вот где-то неведомо где, в сердце сначала, наверное, а потом разум докручивает, как это все правильно уточнить. Дон Сантино. Я пишу пастозно, некоторые говорят, что им это не нравится, а другим это очень нравится, пастозная живопись. Вы пишете более пастозно, как я понимаю. Писали ли вы работы в гиперреализме? Не писал в гиперреализме, это совсем не мое. Гиперреализм. Почти как гипермаркет. Все есть. И ножовка по металлу, и капуста. Но мне хватает небольшого магазинчика, который рядом. Назар Захаров. Слава, бирюза на лодке – это смесь или из тюбика? И какой производитель? В основном у меня краски мастер-класс. Ну а из тюбика смесь, конечно. У меня кругом смеси. Я вижу цвет, его сочетание, их сочетание цветов в тоне и в цвете. И вот какой мне видится в голове моей буйной, я беру краски, то, что есть, и замешиваю. Если я не удовлетворен, я не кладу эту краску в холст, я опять замешиваю. Если нет, не из чего ее извлечь, да выдавливаю всякие тюбики. И даже если нет бирюзовой краски, прям вот такой, как она, из тюбика, но смешайте вы, я не знаю, ФЦ, зеленую, лимонную, желтую или там странциановую, плюс ФЦ какой-нибудь там синюю, и добейтесь такого результата, который вам нужен, яркого, и будет вам бирюзовый замес. Конечно, замес. Обратите внимание, друзья, что 21 мая мы пишем удивительного натурщика в одеждах ярких в Москве. Так что записывайтесь на этот семинар. Поработаем, как обычно, 3 часа, 4, пока мы соберемся, длится класс днем 21 мая. На все уроки скидка 10% в онлайн-школе. Для иностранных коллег, студентов, если какие-то у вас трудности, не стесняйтесь, напишите. Либо в школе там есть возможность, либо просто в WhatsApp. И мы с вами разберемся. Это вообще проблемы нет, потому что платежи приходят ко мне на киргизскую карточку Visa, и проблема решается. На сайте школы невозможно проплатить сейчас санкции напрямую в Россию. Так что в ручном режиме, в переписке на WhatsApp мы это сделаем и предоставим вам доступ к уроку. На второй мастер-класс я приехала. Всегда вызывает восторг. Что именно? Умение писать ваше. И когда ты смотришь, как вы это делаете, кажется, это настолько просто, легко.
мы разбираем это, смотрим. Но повторить пытаемся, но повторять не надо. Мы учимся как бы видеть вашими глазами, но хотя каждый видит своими глазами. Что-то мы берем, что-то у нас получается, но желание писать дальше только подогревается вот вашим мастерством. То есть не все у нас получается, но, как говорит Сальвадор Дали, художник рисует. То есть надо больше рисовать, но вот это отталкивание от натуры, даже любой вот пленэрис, я, кстати, слушала вас, всегда мы от натуры берем что-то. Даже работа не очень получается, не нравится, но приезжая домой, ты открываешь, и ты видишь все-таки частичку, ты хоть как-то ухватил. Но мастерство, конечно, надо совершенствовать. Моя большая проблема была то, что я размазываю. Вот, а здесь, ну, только поздно, на 4-й урок, но вот свобода вот эта вот пришла. То есть я уже больше краски, хотя и выдавливала я много, но почему-то оказывалось на кисточке мало. Вот, и на 4-й урок у меня какой-то вот прорыв пришел. И сейчас я уже более в свободе, более где-то пастознее уже. Вот, так что мне очень помогло.